Подводя промежуточные итоги украинского наступления, важно поговорить о значении успеха в политике и на войне. Об успехе и неудаче, которые очень часто гораздо значительнее измеряемых величин, вроде количества солдат, техники и денег. Так уж устроен наш вид. Мы любим успех и стремимся к нему присоединиться. Когда что-то выглядит успешным, на второй план уходят вопросы как прямой выгоды, так и морали. Есть такой кассовый фильм «50 оттенков серого», который многие справедливо критикуют за то, что будь главный герой не молодым красивым миллиардером, а 40-летним пузатым жлобом без определенного рода занятий, живущим в маминой квартире, то тот же самый сюжет превратился бы из красивой истории соблазнения в мрачный триллер про стрёмного маньяка. Это может быть 10 раз несправедливо, но так уж мы устроены. Мы любим успех и успешных людей. Чем больше человек преуспел, тем больше общество готово ему простить. То, что для грузчика психическое заболевание, для голливудской звезды или участника списка Forbes – изюминка сложного и многогранного характера. Успешный злодей всегда будет привлекательней провального праведника. Чем занимался Путин почти целый год, начиная с осени 2023 года? Показывал, что может наступать. Наступать в никуда, чудовищной ценой, захватывать руины хуторов и поселков. Но это детали. Детали эти известны тому, кто хоть мало-мальски погружен. Это нам очевидно, что со стратегической точки зрения единственным переломом этой войны стало Харьковское наступление ВСУ. С тех пор территория под контролем сторон де-факто не менялась. Но для остальных, в частности для западных политиков и общественности, все выглядело иначе. Выглядело все так, что Путин продвигается вперед примерно со скоростью континентального дрейфа. Дойдет до Киева не раньше, чем Австралия столкнется с Индонезией, но таки дойдет. И остановить это никак. На такой почве начались разговоры. А не слишком ли дорого нам обходится помощь Украине? А не стоит ли нам позволить Путину откусить палец, чтобы сохранить руку? Дело не в том, что помощь такая дорогая. Для основных союзников Украины, США и крупных европейских стран, военная помощь Киеву не более чем ошибка округления в бюджетных расходах. Дело скорее в том, что люди очень не любят участвовать в чем-то неуспешном. Не любят инвестировать деньги, время, публичный и политический капитал в поражение. Причем не важно, сколько они инвестируют. Важно, что люди хотят быть в команде победителей, а ассоциироваться с проигравшими вовсе не хотят, ни за сколько. Так уж устроен человеческий мозг. Чтобы к тебе выстроилась очередь из желающих помогать, ты должен наглядно продемонстрировать, что и безо всякой помощи всех победишь. Это работает в бизнесе, в политике, в войне, где угодно. Тот, кто смог всех убедить, что сможет выиграть, выигрывает. Увидеть, как это работает, можно на примере американских выборов. Успех в опросах увеличивает успех в следующих опросах. Чем больше люди чувствуют, что кандидат победит, тем выше шанс его победы. Едва ли Путин за этот год кому-то доказал, что может выиграть. Но он точно многих убедил, что не может проиграть. Что он буквально как гидра, рубить ему головы только зря потеть. Убьете одного солдата, а Путин наймет еще 10. Сожжете 5 танков, его заводы сделают 25. А если не получилось взять райцентр за 3 дня, возьмут за 3 месяца, но возьмут обязательно. Вам, показывал Путин, чтобы произвести лишнюю 1000 снарядов, нужно нехилый такой камень в гору затолкать. Полгода совещаться в парламенте, чтобы выделить деньги, подключать СМИ, чтобы повлиять на общественное мнение, торговаться с владельцами заводов, чтобы те расширили производство. А ему достаточно просто распорядиться. Кто распоряжение не выполнит, будет выполнять хотелки надзирателя в исправительной колонии строгого режима. Да, вы можете потратить денег и произвести вооружение в 100 раз больше, чем он. Но пока вы из-за лишнего $1 миллиона и десятка танков будете языками молоть и политический кризис на полгода устроите, он потратит $10 миллиардов и отправит на фронт 1000 танков. Каждое ваше поражение – это поражение. Любое отступление Украины, потеря любого населенного пункта больно бьет по общественному мнению, как в Украине, так и в ваших странах. Если анонсированное летнее наступление ВСУ не дало результатов, то оно их не дало, этого не скрыть. А у Путина поражений быть не может в принципе. ВСУ отбили Херсон, так его телевизор о том забыл за сутки. Возьмут Крым, забудет еще за 3. И так же, как забыть что угодно, российскому начальству ничего не стоит объявить руины древнерусского коровника столицей русского мира и месяцами водить хороводы вокруг этой победы. Осознание этой тупой бесконечности, всесилие Путина, заключенного в его неубиваемости, знатно ударило по моральному духу его противников. По солдатам, воюющим на фронте, по их семьям.
По всем, кого украинское государство мобилизует на службу. По украинскому руководству, по избирателям и политикам в западных странах. Парадоксальным образом Путин своим походом в никуда, лишь бы продвинуться еще на километр любой ценой, смог многих убедить. Это они идут в никуда, это они продлевают и финансируют кровавую бессмыслицу, у которой не может быть позитивного исхода. Причем работало это и внутри России тоже. У респондентов в вопросах снижался уровень тревожности, а уверенность, что СВО идет по плану, росла. Что же мы видим теперь? С момента вторжения ВСУ в Курскую область прошло меньше 2 недель, но признаки крутого ментального разворота заметны везде. Из многочисленных публикаций мы знаем, что пораженческие настроения в украинской армии как рукой сняло. Сенатор Линдси Грэм, довольно специфический республиканец, в разгар кампании Трампа приезжает в Киев и вместо переговоров предлагает надрать Путину задницу. Политика пишет, что в администрации Байдена обсуждают передачу Украине дальнобойных крылатых ракет для F-16. В заявлениях западных чиновников царит такой оптимизм, какого мы не слышали уже минимум год. Причем, чем дольше ВСУ стоят на российской территории, тем этого оптимизма больше. Потому что все очевидней. Плана у непобедимого Путина нет никакого. Его можно хлестать по мордасам совершенно безнаказанно. Самое первое и самое непосредственное следствие этой атаки ВСУ – рост поддержки Украины со всех сторон. Те, кто занят сбором помощи для украинских подразделений, говорят, что сборы, на которые раньше уходили недели, теперь заканчиваются за часы. Украине будет явно проще и вербовать солдат на фронт, и обеспечивать их всем необходимым. Потому что передать танк, который сгорит в очередной кровавой возне за очередную рощицу в чистом поле, и передать танк, который пойдет в потенциально прорывное наступление, это два разных политических решения. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и быстро продолжим. Пляжный отдых традиционно самый популярный у россиян, особенно у жителей больших городов. А что если бы можно было поехать не в курортный отель, а в собственный домик? Где-нибудь на Бали? Думаете, это недостижимая мечта? Не такая уж и недостижимая, если остальное время этот домик сдавать. На самом деле это довольно популярный вид инвестиций, и существуют компании, которые предлагают такую недвижимость под ключ. Я вам сегодня хочу рассказать про Break Property, одного из крупнейших девелоперов на Бали. Они работают с 2016 года и построили больше 44 тысяч квадратных метров высококлассной курортной недвижимости. А сейчас они запускают проект Elysium. Он расположен рядом с предыдущими объектами, то есть в уже обжитой зоне, и в 2 шагах от пляжа. Это тоже позволяет с большей вероятностью прогнозировать, что новый проект покажет такие же хорошие результаты, как и ранее запущенные проекты. Ведь, например, на уже построенном комплексе Болливуд загрузка за прошлый год составила 88%, что является довольно высоким показателем. В комплексе будут построены виллы и компактные апартаменты с собственным садом, балконом и видом на океан и горы. Кроме того, здесь запланировано 2500 квадратных метров общественных и коммерческих пространств. Рестораны и кафе, магазины и коворкинги, тренажерный зал, спа-центр, йога-студии, уединенные места для медитации и зоны отдыха с просторными бассейнами. Ориентируясь на предыдущие проекты, можно предсказать, что такая недвижимость может приносить 12-16% годовых. Плюс еще в том, что на Бали сезон круглый год без перерыва, да еще и поток туристов постоянно растет. Например, в апреле 24-го их было на 28,5% больше, чем годом ранее. А это, естественно, приводит к росту стоимости недвижимости. При этом хлопот минимум, все сдается под ключ, в цену входят даже вилки и ложки. Все объекты застрахованы, застройщик дает гарантию 7 лет на качество постройки. Туристам недвижимость сдает управляющая компания, она же занимается уборкой, ремонтом и другими текущими вопросами. Вам остается только получать доход. Ну и, конечно, если вы захотите сами там отдохнуть, ваша вилла или квартира всегда к вашим услугам. Сейчас у Брейга действует акция. Вы оплачиваете только часть стоимости недвижимости, а оставшуюся часть можно будет гасить с доходов от аренды. А с промокодом MAXCATS вы получите специальные условия на обслуживание от управляющей компании, что еще больше увеличит доходность инвестиций. Все подробности по ссылке в описании. А еще у Брейга есть русскоязычный YouTube-канал, где рассказывают о тонкостях инвестиций в недвижимость на Бали. Заходите, изучайте и подписывайтесь. Еще один итог, который мы тоже точно увидим, это проблемы Путина с пополнением армии. С этим и раньше было не слава богу.
Все-таки заманивать людей на такое баблище и в критический момент остаться без резервов – это сильный результат, подводящий черту под всеми спекуляциями об успехах рекрутинга. Но сейчас ситуация усугубляется. В первую очередь со срочниками. Совсем скоро, с 1 октября, осенний призыв. И тот очевидный факт, что табу на использование в войне призывников снято, что они воюют, гибнут и массово попадают в плен, не успеет выветриться из голов. Для многих будет очевидно, единственная разница между контрактниками и призывниками сейчас заключается в том, что призывники не воюют в зоне СВО. А значит, никаких зарплат по 200 тысяч, никаких баснословных выплат за ранение и смерть им не полагается. С призывом и так все черти как из года в год. И так уже недавно прошли облавы и винтиловы призывников в Москве, которая такого очевидного беспредела давно уже не видела. Как будут выполнять план призыва сейчас, когда вся российская граница с Украиной стала линией фронта, когда смерти и плен срочников уже не единичны, и это скрыть невозможно – загадка. Вообще главная проблема заключается в том, что людей теперь нужно сильно больше. Ведь все не ограничивается территорией, которую смогла захватить Украина. Теперь явно нужны силы вдоль всей границы, потому что завтра ВСУ зайдут в Белгородскую или Брянскую область, а пространство для рекрутинга стало сильно уже. 50-летние сторожа автостоянок, которым хоть на фронт, хоть на Луну, лишь бы подальше от своей жизни с нищенской зарплатой и злыми коллекторами, они закончились еще в первые месяцы войны. Все, кто готов был пойти повоевать инициативно, либо уже воюют, либо отвоевались. Призывники, осознающие, что главная проблема теперь не своя дедовщина, а чужой плен или цинковый гроб, будут бегать вдвое быстрее, даже если родители насобирали им такие справки, по которым можно только в барокамере лежать. На отлов каждого уклониста придется потратить вдвое больше ресурсов и получить в 10 раз больше скандалов. Родители не подписывались отпускать детей на войну. С деньгами все тоже не так радужно. Гонка зарплат между регионами, чем дальше, тем меньше смысла будет иметь. Те, кто не пошел служить за 200 тысяч, возможно, пойдут за миллион. Но тем, кто не пошел за 2 миллиона в армию, которая захватывала чужие территории, нет особого смысла предлагать 3 миллиона за службу в войсках, которые с трудом сдерживают наступление на своей земле. Рассчитывать на какую-то общественную мобилизацию и приток новых солдат, мотивированных патриотизмом и защитой родных рубежей, тоже до предела наивно. Чтобы понять, насколько, достаточно почитать Z-блогеров. Те уже неделю стенают о жителях Курской области, стремящихся спасти свою жизнь, вместо того, чтобы строить баррикады и заправлять бутылки горючей смесью. Наступление Украины сильно увеличило нагрузку на путинскую армию, ведь теперь ресурсы нужны не только на наступление, которое никто не отменял, но и на защиту флангов длиной во многие сотни километров, одновременно сократив возможности по пополнению войск. С одной стороны, совершенно очевидно, что на Судженский район Курской области пофиг всем, кроме его жителей, иностранных агентов всяких типа нас и не очень многочисленных волонтеров, помогающих с эвакуацией. Никакой национальной отропи и ужаса нет и в помине. С другой стороны, явная неспособность что-то решительно предпринять, блеяние по бумажке на совещаниях бьет по тому образу, который Путин создавал себе и этой войне. Его война снова, как и почти 2 года назад, выглядит провальной. Что-то снова пошло не так, и хрен знает, что с этим делать. Про Балаклею и Изюм тоже никто слыхом не слыхивал, и вряд ли знал, что российская армия в них стоит вообще. Но когда их сдали, над всей войной повис гнетущий запах неуспеха. Всеобщее ощущение, что начальство не контролирует ситуацию, не понимает, что делать сейчас и что делать дальше. Причем настроения эти в равной степени покрывали все стороны баррикад. Пока мы не без удовольствия глумились над херовыми геостратегами, на Z-фланге взошли звезды Стрелкова и Пригожина. Они говорили примерно то же, что мы, только с обидой и злостью. Дескать, возомнили себя стальными, генералиссимусы комнатные, взяли груз не по себе и упали при ходьбе. Больше года и невероятные инвестиции в войну ушли на то, чтобы переломить само ощущение провала. Не потому, что территория Харьковской области хоть кому-то нафиг была нужна в России, а потому что никто не любит лузеров. Никто не любит тех, кто отступает. Война, на которой сверкают пятки солдат, бегущих, побросав технику, никогда не популярна и не вызывает энтузиазма. Харьковский коллапс 22 года не только заставил Путина идти вперед любой ценой, чтобы смыть горестное чувство, не только заставил его пойти на мобилизацию, самый опасный шаг за эти 2,5 года для его политической ситуации. Этот провал закончил карьеру Сергея Шойгу и всего его окружения. Репутация Шойгу была окончательно разрушена именно тогда,
осенью 22 года, и в дальнейшем все проблемы российской армии концентрировались на его фигуре. Разгром Минобороны после президентских выборов был встречен в провоенной среде с восторгом. Можно вообще не вспоминать о Курской области. У пропаганды для этого могучий инструментарий. Но скрыть гадостное послевкусие, ощущение, что все опять пошло по одному месту и начальник обтекает, как побитая собака, не получится. Итальянские журналисты спокойно ездят по оккупированному российскому городу. Какой словесной кавалибристикой ты не занимайся, это позор. Причем позор гораздо больший, чем возвращение украинских флагов в освобожденные города Харьковской области. Позор, какого не знала история ни этой войны, ни Российской Федерации за все 33 года ее существования. А позор и публичная слабость – это политические категории. Они будут иметь последствия. И это результат украинского наступления, который останется вне всякой зависимости от того, что случится дальше. До завтра.